Так, ролик, значит, у нас называется у нас ролик следующим образом: почему скатились игры? Я все-таки как игровой стример, знаете ли, уж больно мне интересно мнение господина Айтипедии. Кстати, подпишусь с этого канала, ребят, тоже проверьте подписочку, лайк не забудьте влепить. Ну и давайте послушаем, очень будет интересно, я думаю, посмотреть, почему же все-таки мы когда-то все с вами в любой момент жизни играли во всякие игрушки. Почему же именно вот так вот? Почему так, нахуй? Причем он говорит именно за все игры. Ай. Ну, как говорится, поехали. В конце года я делаю топ либо лучших, либо худших игр года, в зависимости от того, каких игр было больше. Я хотел, чтобы эти видео всегда отражали реальную ситуацию на рынке игр, хотя звучит как-то меркантильно, наверное, правильнее в мире игр, но нет, неправильнее. Но к этому мы вернемся позже. Очевидно, этот год один из самых неудачных в игровой индустрии. Практически все AAA проекты, на которые была большая надежда, не просто провалились, а сокрушительно провалились. И нельзя проводить параллели с прошлым годом, где тоже с AAA были проблемы. Last of Us 2, Cyberpunk, когда лагеря внутри одной франшизы воевали с мнениями. Кто-то ненавидел эту игру, кто-то ее любил. В этом году геймеры очень сильно объединились. Этот год всех нас объединил под общей проблемой под названием глобальный кризис качества игровой индустрии. Да, мне совершенно не хочется делать топ худших игр, потому что это и так очевидно. Вопрос лишь в том, на какое место я поставлю Battlefield. На второе или на третье, потому что на первом очевидно Call of Duty. Или все-таки GTA трилогия, а на нее вообще кто-то надеялся. А Far Cry на каком месте? На третьем или на четвертом? А можно ли в принципе оценивать FIFA? Чуваки, это бессмысленно. В этом году я хотел бы поразмышлять, что стало причиной. Причиной этого глобального кризиса, ну и конечно, поскольку это последнее видео в этом году, в конце будет традиционное новогоднее обращение к вам. На самом деле, в этом видео я не хочу тонкой нитью проводить мысль, что игры находятся на дне, все будет только хуже. На мой взгляд, максимально негативная обстановка и пессимистичное настроение у меня только к сетевым шутерам. Другие жанры хоть и тоже испытывают на себе кризис, но тем не менее периодически появляются цепляющие проекты. И я хочу сразу сказать, скажу от себя лично то, что именно в этом году, всем, кто смотрит канал Hard Games, да, наш второй игровой канал, я скажу только одно, что 100% я для себя реально открыл жанр, точнее вы его для меня открыли, а я его увидел. Жанр инди-игр. Вы знаете, никогда особо я на них не обращал внимания, вы, кто меня давно смотрит, прекрасно об этом знаете, шарите, но как-то меня всегда стрелялочки, стратежечки, да, такие РПГшечки интересовали, но как-то, знаете ли, прошло время, то ли из-за недостатка, как бы, игр нет. Мы с вами как-то так планомерно, Little Nightmare, там Limbo, еще какие-то игрушки, и так медленно, они очень короткие, но они безумно атмосферные, интересные. Эти игры просто по кайфу посмотреть вечером, как такой маленький сериальчик, вместе с близкими, с родными, или просто самому позалипать. По-моему, очень-очень-очень интересно. То есть, знаете, как обратная сторона медали. То есть я вроде бы как бы взрослею, да, уже все-таки 34 годика, да, мальчику. А игры нравятся больше вот такие вот, всякие инди и все, что с этим связано. Как-то вот странно, да. Хоа вот, кстати, недавно прошли, посмотрите, кто не смотрел, на канале Hard Games. Очень которые интересно. вселяют веру в эту индустрию. Пожалуйста, весьма неплох был Resident Evil 8. Неумирающая классика Oddworld тоже хорош. Относительно неплохой была Forza. Конечно, меня впечатлил Ratchet Clank, хоть я и не играл, но все восторги от... Не играл в новый Ratchet Clank и безумно об этом жалею. Нам бы по-хорошему надо бы исправиться. По-хорошему бы надо было бы, да, исправиться. И Takes Two. То есть хорошие игры были, и далеко не одна. По сути, провалились только супер расхайпленные AAA тайтлы с катастрофическим климатом внутри студии, который их разрабатывает. Но скорее правильно принять мысль, что в этом году были проблемы не в принципе с играми, а с играми из категории AAA, то есть самые дорогие проекты. С другими-то по сути все нормально было. Вон сколько инди вышло. Наоборот, из-за того, что все эти AAA оподливились, люди узнали о существовании инди. Они наконец-то начали получать премии. И игроки, и я в том числе, мы осознали, что оказывается есть не только AAA. Но я признаюсь, да и это не особый секрет, в большей мере я игрок AAA. Меня слишком избаловала эта индустрия, и мне реально сложно идти в игры более низкой категории, и это действительно неправильно. Но я считаю, что этот кризис, как и многие другие, временный, и индустрия его переживет и сделает. Знаете, о чем я сейчас подумал, слушая господина Айтипедию? Я понял одну вещь. Я не то что понял, я понял, знаете, какую тему?
Вот говорят, вот какую музыку ты любишь слушать? Вот какую музыку ты любишь слушать? Я говорю, слушайте, ребят, я не знаю, я разную музыку слушаю по настроению. То есть таких людей называют меломанами, да, если я не ошибаюсь. То есть людей, которые, в общем-то, по настроению слушают все, что угодно. Хорошо, а как тогда называют людей, которые, допустим, играют в различные игры? Как-то есть вот у них название, которым нравится не только один какой-то, да, а вот одно направление игр, а вот абсолютно все им нравится. То есть им нравится и такой жанр, и такой, и такой. Игроман, геймер. Наверное, вот знаете, вот как-то вот если уж меломан, да, то, наверное, игроман. Все-таки, слушайте, вы у меня умные. Ну да, наверное, все-таки игроман. Хотя я никогда не задумывался над значением этого слова. Геймер, это понятно, как бы, а игроман? Ну, да, какие-то из этого выводы. И в этом видео я хочу выделить 3 причины этого кризиса. Это кризис кадров, кризис монетизации и кризис эмоций. Но сперва прервемся на маленькую, но полезную рекламную паузу. Новогодние праздники уже практически себе. Я промотаю, окей, ребят. Появилась задолго до 2019 года, просто именно с этого года они начали громко говорить, и это коснулось всех геймеров, которые хоть немножко заходят на YouTube. Ну или читают игровую прессу, потому что начали появляться сильнейшие разоблачения, инсайды, расследования, о них начали чаще говорить. О чем идет речь? Переработки в игровых студиях, которые приводят к огромному спектру проблем, начиная от эмоционального выгорания сотрудников, заканчивая постоянной текучкой и приставанием на рабочем месте. В общем-то, все это можно объединить. Кстати, вы заметили эту тему? Насколько жестко коснулась вот эта мировая тенденция в этом году, кто так более-менее следит за игровыми студиями, за всем остальным. У меня они мне время от времени вылезают где-то в новостной ленте, там, в ВК или еще где-то. Насколько же жестко движение вот это БЛМ коснулось? Ага, нету в штате, значит, у вас афроамериканцев, да? О, ну тут сразу видно, игра говно, да? Сразу видно, вот я вот отсюда невооруженным глазом вижу. Взяли афроамериканцы, говорят, азиата, да, у вас нет? Азиата нет, сынок. Ах, у тебя азиата нет в студии? Но это вообще неуважение. Это вообще, это просто бан вам всем. Сразу автоматический бан. Поэтому очень грустно, очень печально. Потом начинаются эти домогательства, все друг друга начинают домогаться. Прямо у всех какая-то тестостерон, по ходу дела, долбит. Прям, знаешь, разом у всех. И это очень странно. Это очень странно, потому что прям я удивлен, на самом деле. Под нездоровую атмосферу при разработке творческого продукта. А страдаем, кстати, мы с вами из-за этого, потому что игры получаются более убогие, и тут внезапно русалочка становится темнокожей. Понимаете, как бы русалочка темнокожая. Я не удивлюсь, если там эти сейчас вот эти вот, которые, как их называют, вот эти вот, как бы мужики, ну как бы бабы, но при этом как бы непонятно, там они еще не определились, что там, куда это растет, не растет, это вот эти вот, да, тоже везде их уже пихать начали, так что нам такое это прекратите, нам надо, чтобы в играх были красивые девушки, красивые персонажи. Нам такого это с вами не надо. И на этом поподробнее. Создание игр нельзя назвать машинальной работой, где есть четкая задача и четкий алгоритм действий, который ее выполняет и который приводит к ожидаемому результату. Нет, ну, конечно, в каких-то спектрах игростроения это работает, но не в плане сценария, нарративного дизайна, геймдизайна, красивого саундтрека. Что такое красивый саундтрек? Это невозможно объяснить. Что такое хорошая оптимизация? Это объяснить можно. А что такое хороший звук? Это объяснить сложно. Это невозможно пощупать. Это очень сложно объяснить, потому что здесь эмоции, ощущения, восприятие. Еще раз повторю, в творческой задаче нет четкого алгоритма действий, который приведет вас к решению. Это все необъятные термины, которые в силу своих возможностей выполняют энтузиасты, опираясь на свои знания, на свой эмоциональный настрой, на свое вдохновение, на свою музу. Все это перечисленное напрямую страдает, когда в коллективе, в котором работает разработчик, царит нездоровая обстановка. Когда твои боссы ставят перед тобой невыполнимые дедлайны или задачи, когда у тебя нет достаточно времени, чтобы отдохнуть, чтобы плюнуть в потолок, посмотреть в него, и, возможно, в нем появится какая-то интересная идея. У тебя нет времени, тебе надо создавать эту идею прямо сейчас, потому что у тебя приказ. Такая система вынуждает многих сотрудников покидать места, и создается текучка кадров, рушится система взаимодействия и коммуникации сотрудников, а на тех, кто остается, как-то выражается в эмоциональном выгорании. Вот как это отражается. И обе эти причины
причины руинят настолько тонкую материю под названием эмоциональный настрой, который невероятно важен при настолько творческом процессе, как создание игр. И студии, в которых царит очень нездоровая атмосфера, в которой много скандалов, много увольнений, много текучих кадров, эмоциональное выгорание, их очень много, куча анонимных жалоб о том, что при работе в этой студии были эмоциональные выгорания, таких студий много: Activision Blizzard, DICE, Rockstar, CD Projekt Red, Ubisoft. А вы думали? Постоянно разрушающиеся цепочки взаимосвязи коллектива, когда выпадает какое-то звено, и те, кто приходят на его место, он либо не совсем вклинивается, либо люди не могут с ним сработаться, либо он в принципе не понимает, куда он пришел и что он делает. И в новом месте он хочет реализовать какие-то старые свои идеи, которые не совсем вяжутся с восприятием проекта коллективом, в который он пришел, но над которыми он находится. Или в принципе его идеи не вяжутся с видением серии. Например, Battlefield 2042. Да, все мы, даже те, кому понравился Battlefield 2042, я в том числе, мы были в шоке от того, насколько она убогая в сравнении предыдущих частей. Почему так? Но расследование инсайдеров полностью нам отвечает на этот вопрос. Во-первых, студия DICE, которая, по нашему мнению, создавала Battlefield 3, Battlefield 4, единичку, людей, которые создавали эти игры, их практически не осталось, а название студии, оно осталось. Туда пришли новые люди, которые под старым названием реализуют свои какие-то новые идеи. Они не хотели возвращаться к старым стандартам серии, потому что, ну, это что-то старое, мы хотим реализовать свои амбиции. Да вот только все новое, что они пытались привнести своего, оказалось полной дресней. Battlefield выходит, проваливается, что происходит дальше, глобальные перестановки в студии, увольнения, уходы, и многие этому радуются, потому что все проблемы Battlefield 2042 возложили на этих разработчиков. Вот эти разработчики испоганили мою любимую франшизу, проваливайте. Вот сейчас придет Вин Зампелло и все порешает, но я бы не стал быть настолько уверенным, потому что это снова новый коллектив, который должен научиться. Хорошо, у меня к вам вопрос. Я просто сижу взахлеб прям слушаю. Лучшая игра, на ваш взгляд, все, кто играет в игрухи, лучшая игра 2021 года. Напишите в комментариях, либо в чате все, кто на стриме. Очень интересно ваше мнение, кстати. Учиться взаимодействовать с самим собой. Это снова новый коллектив на снова выжженной почве. Но все вышеописанные проблемы — это далеко не эксклюзивная проблема только лишь студии Очень DICE. интересно ваше Почему так мнение. происходит у других? Да все просто. Потому что игры должны выходить к четко установленному сроку. Из-за того, что они должны выходить к четко установленному Именно сроку, этого они года. никогда практически Именно не выходят к четко 2021. установленному сроку. Вот такой сюр. Почему такие сроки ставятся? Потому что современные AAA игры — это невероятно раздутые по бюджету проекты, где привлекается очень много денег, соответственно, инвесторов, Я которым тоже даются думаю. определенные обещания. Я бы, наверное, подумал и все-таки, наверное, Resident Evil. Да, последний Resident Evil, наверное, он был шикарен. Так же, как, в принципе, и предпоследний, на мой личный взгляд. А что еще? Безумно жду, конечно, Dying Light. Это стопудово прям с вами поиграем. Это железно. В общем, ну, я думаю, маленьких игр таких много, кстати, было. Но в основу я бы все-таки поставил, наверное, Resident Evil. Их надо выполнять. Практически никогда эти обещания не получается выполнить. Инвестора жалуются на издателя, а издатель лупит разработчиков. Что приводит к внутренним проблемам внутри студии, а дальше вы уже знаете. Но, как я уже говорил, нельзя ткнуть пальцем на совет директоров, на инвесторов и сказать, что... Слушайте, извините, я еще раз, да, перебью Этипедию. Я, кстати, хочу сказать то, что чат вот правильно пишет. Чат пишет очень интересные вещи. А не кажется ли тебе, Алексей, что 2022 год, он как бы довольно богат будет на игры, если, конечно, что-то не отменится или не перенесется? Давайте позагибаем пальчики. Dying Light. Загибаем дальше. Stalker 2. Уже, да? Что-то там еще было. Там 3 или 4 игры, там прям подряд они, по-моему, идут. Я не помню, когда выходит Skyrim. Он уже, по-моему, да, в разработке новый. God of War, я прошу прощения, конечно же, God of War новый. Слушайте, прям Elden Ring, вот, ребята, смотрите, напоминают. То есть у нас God of War, Stalker 2, Dying Light 2, Elden Ring. Что-то еще было. Напишите в комментах, это будет реально интересно. Слушайте, год-то у нас намечается прям из застоев, мы прям начнем с вами тулить. Хорошо. Что, сволочи, именно из-за вас все это происходит с играми. Точнее, можно, только нельзя это говорить только в негативном ключе. Да, из-за установленных сроков не только выгорают сотрудники, но и проекты получаются неполноценными, и масса интереснейших идей, которые очень сильно раскрасили бы ваш геймплей, их просто не было, потому что их не успели ввести. Ярчайший пример — это Киберпанк. Из-за вас Battlefield 2042 вышел совершенно не готовым. Из-за вас GTA Remaster в принципе вышла. Из-за вас несчастного... Блин, ну GTA Remaster это вообще просто было, по-моему, самое убожество, которое я видел.
Но это Бобби Котику, просто... который совершенно не хотел, пришлось напрячь аж 4 студии, чтобы Забей. сделать Call of Duty в этом году. Это все негативная сторона, но есть позитивная. Благодаря деньгам инвесторов игры выглядят так, что нам нравится. Нам нравится слушать саундтрек, который создавался невероятными композиторами, которые, на секундочку, стоят очень много денег. Нам нравится крутой графон, нам нравится эффектная анимация. Анимации, вы понимаете, насколько дорого и сложно создавать анимации. Нам нравится CGI, motion capture. Нам нравятся крутейшие сценарии, которые вот если кинуть на стол, то стол поломается от количества диалогов прописанных, сюжетных поворотов, развилок, но... Мы хотим, чтобы все это создавалось без денег. А, так нельзя. Как я уже говорил давно, я надеюсь, что в этой ситуации когда-то найдут баланс между деньгами, сроками, Спасибо. разработкой, ну вот этим всем. Что я гораздо чаще начал замечать в сюжетных играх, постное, незапоминающееся месиво. По пальцам можно пересчитать сюжетные игры за последние... Ну, я вам так скажу, колда на самом деле сценарий, о боже, сценарий, сюжет. Колды мы с вами прошли, по-моему, получилось очень даже неплохо, как по мне. Я так его увидел. Если, ну, не докапываться до всяких вот этих вот мелочей. Как мелочей? Не мелочей, но вы поняли, про что я говорю. Вот эти вот всякие какие-то упущения, там то, что там оружие где-то там не то, еще что-то. В целом, если вот голову отключить и просто расслабиться, наверное, очень неплохо, да. Последние 5 лет, которые запоминаются, которые отпечатываются, которые заставляли тебя переживать, плакать, смеяться. Почему так? Потому что современные AAA игры создаются в условиях, создая интересный сюжет за определенное время. Это невозможно! Пускай вам покажется сравнение очень далеким, но оно как раз таки очень близкое. Часто рекламодатель, который приходит к блогеру, говорит, что нам надо видео к 15 ноября. А у меня нет тем видео к этому моменту. Сделай! И блогеру приходится делать. Из себя что-то выдавливают, чтобы к этому числу что-то сделать. Конечно, есть исключения, и исключения среди людей, когда ты их ставишь в жесткие рамки, они начинают лучше продуцировать какие-то интересные идеи. Такое бывает. Но если оно происходит на регулярной основе, и получается так, что сценаристы всех крупных издателей подчинены времени, а еще и из-за сложнейших условий происходит большая текучка, где люди сталкиваются с проектом впервые, как, например, с Assassin's Creed, и, ну, не просто так, нам сложно назвать новые Assassin's Creed, в принципе, ассасинами. Почему? Потому что произошла десинхронизация коллектива. Да, и так получается, что старые игры... А вот вам ответ на вопрос, а я сейчас скажу. Здесь много фанатов игры Assassin's Creed, которые как минимум хотя бы один раз выиграли в одну из частей. А скажите мне, откуда взят сюжет? А кто написал сюжет игры Assassin's Creed? А вот вы никогда не догадаетесь. А ведь я заморочился, я посмотрел. Еще когда мы первого начали, кстати, проходить. Кто написал вот сюжет к первым частям Assassin's Creed? А ведь это есть. Кто написал к крайним? Ведь от сюжета очень многое зависит. Заметьте, что Айтипедия эту тему он не затрагивает. Но ведь от сюжета, именно от сюжета. Реализация, да, но сюжет занимает очень-очень-очень большую часть в этом. Так что как-то так. Не было нужды в бесконечном расширении, Спасибо. в строгом выходе раз в год. Все действительно было лучше. Но на самом деле и сейчас есть исключения. Например, сюжет Death Stranding. Он весьма неплох. Потому что он создавался человеком, вряд ли имеющим четкий срок, которым нужно успеть сочинить. И как сегодня многие замечают, как заметил Дрю, сегодня происходит просто рассвет инди-жанра. Потому что все чаще из-за очень жестких условий в крупных игровых студиях крутые разработчики идут в инди-индустрию работы на самих себя, реализуя свой творческий потенциал. Потому что работать на условного Бобби Котика, который тебя регулярно лупит палкой, чтобы ты засунул побольше монетизации, потому что его лупит совет директоров, чтобы денег больше было. И чтоб Call of Duty успели сделать прям к ноябрю каждый год. Это не то же самое, что спокойно, ненапряжно, работая у себя дома, реализуя свои идеи. И пускай ты будешь зарабатывать меньше денег, но ты не будешь себя уничтожать творчески, а наоборот, ты будешь творчески расцветать. Короче, происходит так, что сейчас Правильно. реально появляются интересные инди-проекты. Я еще на недавних презентациях стал замечать, что, блин, они меня цепляют, там что-то есть интересное. Я себе даю обещание, что я буду лучше углубляться в инди-индустрию. Я вам говорю честно, у меня полная апатия, каждый раз выходит какая-то AAA сюжетная игра, и очень часто не могу это допройти, я просто обзор не снимаю. Потому что ничего более, чем, ребят, это постное говно я просто не осилил, я сказать не смогу. Кстати, другая не менее важная проблема, которая происходит в студиях, это когда ты сделал какой-то проект, а его просто берут и скамкивают и выкидывают. Потому что к установленному сроку
по-другому, это нельзя реализовать, либо поменялось видение проекта, и все, над чем ты потратил тысячи часов, оно уже не имеет никакого значения. Например, в Киберпанке было метро, был паркур и много чего там было. В Battlefield 2042 был далеко не только торнадо, были землетрясения, наводнения, но это убрали. Вы понимаете, что кто-то это создавал, кто-то над этим работал, потом пришли менеджеры и сказали, Жесть. что мы от этого отказываемся, и все, твои тысячи часов просто испарились. Да, ты за это получил бабки, без вопросов. Но попробуйте что-то очень долго, скрупулезно создавать, с перфекционистским подходом, прорабатывая каждую деталь, затем приходят и это просто сдувают, топчут. Ну да, говорят, Вы прикиньте, реально, просто приходит один дядя, который просто говорит: не, братан, от винта, представляешь? А ведь это реально мы есть. тебе за это заплатим деньги. Хотя не факт, что заплатят. Ты работаешь, скорее всего, даже на зарплату. Не всегда тебе платят премию. Скорее всего, ты просто работал на фиксированную плату, но ты Полностью старался как-то согласен. перфекционистски к этому подойти, а это просто Правильно уничтожает. А говорите. теперь ответьте, на месте этого разработчика в будущем, с какой вероятностью вы внимательно бы относились к деталям и делали больше, чем вас просили? Да ни с какой. И это один из большого комплекса элементов, которые приводят к тому, что игры постные, не особо проработанные, уж тем более, что касается нарративного дизайна. Я когда начал читать большие статьи про нарративный дизайн, я понял, насколько одни игры гениальные, а я этого даже не подозревал. Мне просто нравилась так называемая атмосфера, и не более. Но под этой атмосферой скрываются тысячи часов работы, человека-часов, перфекционизма, переработок. И я понял, насколько другие игры постные, никудышные. Вырезанные сюжетные миссии, ты прописывал диалоги, их выкинули. Выкинули, потому что не успевают к срокам, потому что челы, которые платят деньги, хотели, чтобы эта игра вышла вот именно сейчас. А мы это не успеваем сделать. Все, чувак, забей. У тебя рабочий день закончился, ты по дороге домой сидел там, записывал на айпаде, на ноутбуке этот сценарий. Ты посреди ночи проснулся, потому что тебе приснилась крутая идея для этого сценария, диалога, ты это прописал, а потом это выкинули. Но не беспокойся, тебе же заплатили денег, что ты паришься? Котик знал о приставаниях внутри студии, но молчал. Огромное расследование вышло про Activision Blizzard о том, насколько там проблема приставаний актуальна. Даже слово лицемерие, двуличие А там чисто мужской коллектив. 300 bucks. не хочется использовать, потому что, ну, это что-то выше этих пониманий, когда каждая их игра — это настолько вот пропитанная повесткой, какими-то правильными идеями продукт, а на деле кем они являются. И это была первая проблема. И плюсом и минусом стало то, что со временем игры становятся больше, и, соответственно, команды, которые ими занимаются, тоже стали больше. Большая команда, очевидно, дает преимущество, больше рук, быстрее выходит проект, но одновременно с этим становится хуже коммуникация внутри команды. Многие современные AAA проекты создаются несколькими студиями, и в случае, например, с Call of Duty. Подождите, а что вообще за хрень? Что за бред? Почему так начали все напрягаться за отношения внутри коллектива? Типа, как там кто-то с кем-то спит, не спит, кто к кому пристает? Подождите, стоп, эти люди, если это делают в нерабочее время, какая кому разница вообще? Что это за херня? Это их личная жизнь. Что вообще происходит? Ну, работу же они делают, все круто, все классно. Нет? И Battlefield их создавали 4-5 студий одновременно. Это приводит к большой внутренней бюрократии, к сложности внедрения какой-то идеи, потому что, ну, банально, если у тебя есть какая-то мысль, через 4 команды ее пронести, это гораздо сложнее, чем когда вы работаете в маленьком коллективе. В таких условиях инициатива одного таланта, она руинится о коллектив. В конце концов, проект перестает быть бесшовным, продукт перестает быть целостным, и мы имеем новый Battlefield, где один режим хороший, а другой плохой. Одна механика классная, а другая нет. Не знаю, как вы, но я все чаще начинаю замечать, что игры стали куда более противоречивыми, потому что многие очень плохие AAA игры в себе имеют классные позитивные элементы. Казалось бы, откуда они? Потому что этими элементами занималась какая-то другая студия. Возможно, было так. На секундочку, даже в Call of Duty Vanguard они были, потому что и там была куча студий, одна из которых чуть лучше выполнила свою работу, чем другие. Особенно сильно эта проблема прослеживается, если она касается сценария. Например, в Assassin's Creed есть ощущение, я не до конца уверен, что сюжетами сайд-квестов и основной сюжетной линии занимаются не разные команды, ну или люди как минимум. Потому что наглядно отражается разница, насколько лучше сайд-квесты и насколько хуже сюжет основной. Помехи при разработке — это плохо, и с ними ничего не делают. Из-за того, что многие студии и издатели — это акционерное общество, каждый новый проект обязан приносить денег и как можно больше денег, а увеличить прибыль за счет увеличения цены на игру нельзя, потому что, ну, на рынке так не принято. Да и, к глубокому сожалению, Бобби Котика не будут покупать Call of Duty по $500. Альтернативным решением становится монетизация. Сколько? Чего? Что? Колду по $500?
Вы что, с ума сошли? Это что, я не пойму, год не есть, не пить, что ли? Что? По 500 баксов? Подожди, это сколько? Это 35 тысяч игра стоит? Я только за 300 баксов. И проблема в том, что огромная масса сегодняшних игр, особенно экшен-РПГ от Знаешь, 35 Ubisoft, тысяч. не просто добавляет монетизацию, а строится вокруг этих систем. То есть игру, а точнее ее геймплей, изначально создается так, чтобы потом прикрутить решение проблем, которые мы сейчас искусственно создаем. Создают огромный открытый мир, кучу бессмысленных персонажей, куча бессмысленных миссий с охотой, с лутингом, чтобы ты это говно собирал десятки часов, либо просто заплатил. Отчасти из-за этого Assassin's Creed Valhalla это была моя последняя игра от Ubisoft, больше я в это играть не хочу. Диву даешься, как из года в год в сюжетной игре не... Слушайте, мы, конечно, до этого еще дойдем, но я так чувствую, что-то прям у всех жопа прикипела с этой темы. Что-то прям... Если Айтипедия даже говорит, что после Вальгалла он не будет играть в Ассасинов, что-то там, по ходу дела, реально шедевр какой-то сделали. не мультиплеере, Только без спойлеров. они изобретают все более искусственные механики извлечения денег с твоего кошелька. Продажа скинов таймсейверы кажется уже настолько примитивным по сравнению с тем, что продается карта сокровищ. А в сокровищах не только визуальные штуки, но и, возможно, важные для геймплея штуки. Или что еще хуже, когда за донат или посредством очень многих механик продают вещи, которые тебе позволяют получить интерес от игры. Не важную деталь для облегчения геймплея, а часть сюжета. Проблема индустрии в том, что она полностью потеряла компромисс между сладостью достижения и сложностью от усталости к пути достижению. Обычный О чем это конвейер я? игр, Когда да. был скандал со вторым Battlefront, там один из разработчиков на вопрос, какого черта мне столько времени надо потратить, чтобы открыть Дарт Вейдера, он ответил, что так вы почувствуете искреннее удовольствие от получения этого персонажа. То есть, что он хотел сказать, что чем тернистее путь, тем слаще победа, грубо говоря, но проблема в том, что путь очень тернистый, игры не должны быть настолько тернистыми. Они не должны проецировать жизнь и ее сложности. Они все-таки созданы для отдыха. Во-вторых, вы предлагаете альтернативную механику купить. И очевидно, что чем сложнее механика получения без денег, тем вероятнее, что игрок хочет их потратить, эти деньги, чтобы эту механику обойти. Да. Нет, я ни в коем случае не говорю, что уже заранее, по мнению другого человека, будь то там кто-то авторитетный в этом плане или простой игрок, работяга, я не говорю, что Valhalla плохая игра. Я скажу свое мнение, когда в нее поиграю, и как стример, и как обычный игрок. Тот человек, который всю жизнь играет в игры. 100%, конечно же, я об этом скажу. Это мое мнение никак не может повлиять другие люди на мое мнение. Да, я вас подвожу к умозаключению, что свои выводы. монетизация в сегодняшних играх все сильнее приводит игры к реальной жизни, и это не комплимент. Если рассмотреть с точки зрения игр экономические модели реального мира, то, по сути, чем мы занимаемся в жизни? Мы выполняем какие-то задания, за которые получаем деньги, которые тратим на то, что нам надо. Это гринд, все гринд, вся жизнь это гринд. Игры реально стали такой же работой, как и реальная жизнь. Потому что ты выполняешь задачу тех, кто ее создал, чтобы он с тебя заработал. И со временем система микротранзакций становится все коварнее, злее, хитрее. Они добавляют Battle Pass, они добавляют чертежи. Любой бизнес строится вокруг того, чтобы постоянно наращивать производство. Если этого не происходит, то бизнес стагнирует, и это плохо. Цель перед будущей колдой, чтобы она была лучше Вангарда, и не в плане качества, сюжета, геймплея. Это второстепенно. Это придется сделать, потому что если этого не будет, то вряд ли игроки купят, хотя, учитывая уровень вкуса игроков Call of Duty, можно и это не делать. И, в общем-то, зачастую идея сделать игру геймплейно, визуально, по звучанию лучше, не потому что так хочется, а потому что без этого не купят, и мы не сможем заработать деньги. А с таким вообще неискренним, нетворческим подходом, к сожалению, нельзя сделать хорошую игру. Когда первичная цель — это деньги, а не идея, ты не получишь ни денег, ни идею. Красиво звучит. Не соглашусь. Здесь я не соглашусь. Я, может быть, неправильно просто понял, но в любом случае никто меценатом просто так быть не хочет. Все хотят ходить в магазин, все хотят покупать, кушать, все хотят кататься на автомобилях там и так далее и тому подобное. У каждого свои потребности. И изначально, естественно, люди делают какой-то продукт, дабы с него заработать. Но если здесь я уже соглашусь, то что если эта идея заработка шагает параллельно, хотя бы более-менее параллельно с идеей сделать что-то качественное и хорошее, то, наверное, я думаю, что имеет место быть такое. Но когда чисто вот, типа, я вот так вот, типа, давайте просто выкачаем бабки, полностью с ним солидарен. Если в игре продаются шкурки,
Шкурки — это я называю, моя такая аббревиатура, моя сугубо моего канала. Шкурки — это скинчики разные, еще что-то, еще что-то. То, что никаким образом не влияет на игровой процесс. Разработчики игры тебе как бы не навязывают, абсолютно не навязывают тот или иной продукт. Ты как бы можешь его купить чисто по кайфу, можешь не покупать. Но когда, абсолютно прав господин Шевцов, то что если уже продаются там миссии, либо какой-то там супер корабль, который тебе что-то там упрощает игру, я считаю, это полная хрень. Вообще полная абсолютная хрень. Хотя, если есть альтернатива, то да. Но самый, я считаю, зашквар для разработчиков — это продавать отдельные миссии, либо части какие-то игры. То, вот о чем, собственно, он и говорит. То есть заплати бабки, и ты откроешь, допустим, для себя там какой-то остров, или там, ну, условно, или какие-то там остров, на котором ты найдешь 125 там дополнительных миссий и еще чего-то. Поэтому здесь вот очень двояко, но где-то я с ним согласен. Поэтому как так. Хотелось бы мне так сказать, но Call of Duty, FIFA, игры Ubisoft показывают обратное. Эх, если бы сюжет для сегодняшних AAA игр создавали те же люди, которые создают эти искусственные механики микротранзакций, какие великие бы проекты мы получали. Остается третья финальная проблема — кризис эмоций. Здесь уже речь пойдет про субъективное мое, которое будет, возможно, близко вашему. Мы переиграли в игры. Да, чем меньше твой опыт в чем-либо, тем легче тебя впечатлить. Во многом проблема не в том, что игры раньше были лучше, хотя отчасти это тоже. Они создавались энтузиастами, художниками, творцами, не менеджерами, как сейчас. Что тоже не совсем верно, потому что... Сразу вам вопрос. Топ-3 самых донатных игры. Любых. Будь то мой РПГ, будь то любого вообще уровня за все время существования компьютерных или иных игр. Или там с плойки, еще с чего-то. Просто топ-3 самых ненавистных вами игр, которые просто вот без доната ты будешь просто наяривать песос. Никуда творцы, художники и прочие... Ну и, конечно же, ответы я даже не удивлен. Появляться просто из-за менеджеров, они уходят в другой сегмент, либо, в принципе, уходят из индустрии. Но я отвлекся. Во многом проблема в том, что мы оцениваем каждую новую игру сквозь призму десятков других игр. Вдумайтесь, насколько шедеврально... Вы заметьте, насколько вы объединены вот этой вот болью, что вы все пишете одно и то же в чате. Практически одни и те же игры. Warface я вижу просто вот прям пелена идет Warface. Дальше идут, вот даже не присматриваясь в чат, можно увидеть танки. Очень мало КС, на удивление, кстати. Очень мало КС-ки. Почему-то многие пишут про PUBG. То есть вот эти вот игры прям вас зацепили, причем именно PUBG Mobile пишут. Это вот одни из самых таких лютых по донатам игр, с которых у вас пригорело. Если бы единственный шутер, в который мы играли до него, это был Counter-Strike. FIFA, ну конечно, сейчас FIFA. мы как минимум играли в предыдущие Battlefield и знаем, как можно. Отсюда появляется то, что мы знаем, как нужно. Этого нужно нет, и мы злимся. Мы не получаем удовольствия. Я искренне завидую геймерам, которые каждый год покупают FIFA, и они искренне довольны ею. Возможно, счастье в неведении. Во многом этому кризису эмоций способствует и сам YouTube. Но прежде чем вы услышите мою мысль, это просто мысль, не призыв и ни в коем случае не оправдание. Это констатация, что неведение иногда полезно, но оно губительно в долгосрочной перспективе. Во многом этому кризису эмоций способствует и сам YouTube. Именно он и игровые блогеры оповещают игроков о проблемах. И неужели в этом есть хоть что-то плохое, вы спросите? С одной стороны, нет. Если бы не эти блогеры и их видео, Battlefront остался бы донатной помойкой, Киберпанк не начали бы чинить, Rockstar не извинялись бы за ремастер трилогии, нормальную стрельбу не вернули бы в Battlefield 2042, Fallout 76 не привезли бы NPC, и казалось бы, преимущество очевидно налицо, но с другой... Есть проблема, которую тоже, к сожалению, почему-то он не затрагивает, не копает чуть глубже. Я вот считаю то, что проблема на самом деле двоякая здесь. Почему? Потому что есть люди, которые говорят от чистого сердца то, как они думают, то, как они мыслят и то, как они чувствуют ту или иную игру, да, в силу своего опыта игрового, либо просто человек, который вот он зашел и сказал, как есть. А есть люди, которые продают свое мнение, продают это безбожное мнение, и которых за руку неоднократно на этом ловили, но при этом тоже их как бы смотрят и делают какие-то свои выводы по играм. Поэтому здесь вот довольно двояко это. Так что я, да, не буду называть имена, фамилии и явки, но я думаю, все и так понимают, что, где, кто, зачем и почему. Каждый свои выводы сам сделает.
С другой стороны, геймеры спокойно бы плескались бы себе в этом болоте и даже не подозревали какого-то подвоха. Очень часто люди с позитивными эмоциями приходят на YouTube, а им говорят, что твоя игра, которая тебе понравилась, это говно, в нее нельзя играть. Если бы не они, то были бы люди эти счастливы так же, как счастлив любой обладатель FIFA, каждый год покупая игру с измененным разве что интерфейсом. Но как раз таки именно FIFA и пример молчания. К чему оно приводит? Потому, в принципе, я не считаю игроков FIFA геймерами, потому что зачастую они отстранены от геймерского сообщества, они не пользуются ютубом, а если и смотрят, то только свои каналы, где им там открывают паки, их не интересует Metacritic, отзывы, это все им не надо. И вот к чему привело это молчание, поэтому нет, молчать нельзя, хоть это и очень неприятно. На фоне эмоциональных проблем геймеров, что нет былого азарта, нет удовольствия играть в игры, выходит масса проектов, которые не то что не пытаются их переубедить, а только подкрепляют их впечатления. Я прошу прощения, что это за игра? Я пропустил, видать, эту игрушку. Что это за игра? Что все плохо? Назовите мне в комментариях последнюю игру, из-за которой вы держались за живот от заливного смеха. Ну или игру, из-за которой вы плакали, или игру, где был настолько крутой сюжетный поворот, что тебе настолько не терпится рассказать это своему корешу о том, насколько это было круто, но он в нее не играл, и ты неделями умоляешь его пройти эту игру, чтобы сквозь призму его впечатлений снова погрузиться в этот прекрасный момент. Да, мы зачастую заставляем посмотреть какой-то фильм, либо пройти какую-то игру, для того, чтобы дважды ощутить те самые эмоции. Эмоцию максимального удовлетворения от игры. И знаете, тон этого видео таков, что, возможно, на этот вопрос нет ответа, но нет, он есть. Эти игры по-прежнему есть. Они выходят. Просто слишком много шлака появляется вместе с ними. Просто не надо сознательно портить себе впечатление от игровой индустрии. Как это сделать? Забудьте о такой вещи, как предзаказ. Просто забудьте. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете. Для того, чтобы получать какие-то бонусы, ну, сколько я играю в игры, сколько мне давали ключей к играм, где даются бонусы за предзаказ, ну никогда ничего толкового там не было. Лошадь какую-то тебе в Red Dead Redemption могли дать. Обалдеть. Все эти бонусы гроша ломаного не стоят. Ну поиграешь ты в бету Battlefield 2042 за 7000 рублей на 2 недели раньше или на неделю. И чё, хорошая бета, тебе понравилась? Ну при этом ты стал бета-тестером Battlefield, поздравляю. А ведь кто-то реально делал предзаказ Far Cry 6. Для чего вы это делаете? Вы не получаете нормальных бонусов. Это уже другой вопрос, что разработчики продают по сути еще только воздух и даже не удосужились дать в сюжетной игре хоть сколько-то ценный подарок. Нет, не дают. Сколько предзаказов Ассасина я делал? Ну, точнее, я их не делал. Мне ключи давали с предзаказом. Ничего толкового не было. А ведь кто-то это реально за свои деньги делает. Не делал. Слушайте, очень интересно, что было в предзаказах Ассасин. Вот реально очень интересно. Что ж туда вкручивали такое? Делайте так. Еще раз здравствуйте, дамы и господа. Записываю это новогоднее обращение к вам с невероятно культового места, о котором вы наверняка знаете. Брайтон-Бич. Поставил себе конкретную задачу, надо снять обращение к подписчикам. Все-таки традиция и так далее. А что записывать, собственно говоря? Начал смотреть предыдущие ролики, и как вот сочится слезоточивый посыл. Спасибо подписчикам, спасибо это, ой, вы у меня самый лучший. Как-то вот это, от этого аж тошно стало. Я считаю, что настоящая любовь, она должна показываться не словами, а делами. Поэтому сколько бы вам ваш восточный любовник не говорил, как он тебя любит, Наташа, ты смотри, что он тебе делает. Вот я вам сейчас покажу, как я люблю своих подписчиков. Это ресипт. И как вы можете видеть, на 3022 доллара. Я купил камеру новую для своего канала. И то, это лишь первая часть покупки, потому что вторая часть покупки — это объектив для этой камеры, который стоит еще дороже, чем эта камера. В общем-то, вас ожидает... Вот зачем ты мне это сказал? Вот зачем ты мне напомнил? Я сижу, и я уже за несколько дней я уже забыл, понимаешь? Я позабыл о своей недавней покупке. Понимаешь, у меня сейчас... Я сижу и чувствую, у меня внутри все сжиматься, блядь, начинает. Кто не в курсе, да, я тут недавно давичи камеру прикупил, собственно, вот на которую мы сейчас вместе с вами сидим. Там, сколько она там... Sony FX3 камера называется, и объективчик там что-то порядка 170-150, я не помню точный ценник, но очень хороший объектив. Это получается, я люблю своих подписчиков, очень люблю, очень сильно, да, люблю, да, потому что минус 600, просто минус 600 и все, как бы, ну просто камера, как бы, а почему бы и нет, да, но зато теперь следующие видеоролики будут сняты на хорошую камеру, с хорошим фокусом, с хорошей линзой.
Нахера я это купил, блядь? Сука, 600 тысяч можно Жигу было взять зимой и подрифтить. И разбить, и хер с ним еще одну взять за эти же бабки. Блядь, что из-за дебила? Стремительное улучшение контента, и я считаю, что это лучше всех. Я вас так люблю, я вас так ценю. Я вам буду делать крутой контент, красивый, качественный, чтобы вы в 4К... Вы меня не смотрите в 4К, вы смотрите меня с мобильных телефонов, дай боже, хотя бы в 1080. Большинство вообще, в принципе, слушает YouTube свернутым. Не самая позитивная тенденция, однако для той небольшой части аудитории, что смотрит на телевизорах или на мониторах с высоким разрешением. Я прошу прощения, стрим сейчас идет в 2К, да? Но следующий стрим будет в 4К. Для вас я буду стараться, обещаю. В ближайшие дни Забились. вся ваша главная ютуба будет забита блогерами в новогодних шапочках, которые вам желают всего самого наилучшего. Вот это жиза. Вот это жиза, поэтому я сегодня без новогодней шапочки сижу и провожу этот стрим. Потому что тошнит уже, бля. Я просто открываю везде эти новогодние, эти вот уже вот просто вот, ну вот невозможно. Вот просто невозможно. Везде они. Везде, Лучшего абсолютно. я по традиции ничего желать не буду, потому что слова, к сожалению, нематериальны. Со временем я стал очень несентиментальным, как вы можете заметить. Я стал жестче, строже, черствее. Я взрослею. Да. Если что-то и желать, то хочется вам пожелать найти в себе силы и мотивацию отпраздновать этот Новый год так, чтобы его захотелось вспоминать. Да, человек — это существо социальное. Человеку нужен человек. И мне грустно, что кто-то из смотрящих не почувствует тепла, какой-то заботы, ну или просто не почувствует дружественную обстановку в этот прекрасный праздник Новый год. Я хочу сделать максимум возможного, чтобы незнакомым мне людям, но все-таки помочь. На это видео я обязательно сделаю пригласительный пост в своем паблике ВКонтакте. Ну или кому лень, можете прямо под этими комментариями писать, мол, я такой-то, такой-то, живу в таком-то городе, хочу с кем-то провести Новый год. Слушайте, а вдруг вы найдете свою любовь или дружбу на все времена, или вдруг вы найдете чувака, который вас займет 1000 рублей и... А что? А таких примеров у нас много, по крайней мере, в нашем телеграм-канале Hard Insight. На стримах у меня админы, между прочим, как минимум я знаю, что совсем вот недавно ребеночек уже у них родился. Слушайте, а давайте мы не поленимся и напишем на самом деле под этим роликом, что у нас никто не знает. Давайте напишем следующие вещи. Это ваше имя, ваш возраст и ваш город. Имя, возраст, город. И я буду очень рад, если этот видеоролик кого-то вот так вот сплотит. А что, может там вы покопаетесь в комментариях через день-два, еще потом зайдете, найдете своих, может быть, товарищей. Ну а что? А почему бы и нет? Напишите друг другу, встретитесь. А в Телеграм наш канал скиньте фотокарточки, либо в предложку нашей группы ВКонтакте. А что, по-моему, очень хорошая идея. Может, вы соседи, а не знаете, ходите друг к другу, отворачиваетесь, а тут раз скажешь, о, это что, ты? Она скажет, да, это я. Ой, и как бросится на тебя, вот это вот. и больше никогда не появится. Все, настало время закадрового голоса, так называемого финального аккорда. Надо еще музыку на фон добавить. О, да, вот такую, да. Однако, невзирая на то, что меня действительно поташнивает от тех слов, что я говорил Офигенно несколько лет нарисовано, назад, кстати. они полностью правдивы. Просто я стал менее сентиментальным. Но я считаю нужным, что я обязан вас поблагодарить. И я благодарю вас за вашу поддержку. Да, звучит очень банально. За поддержку? Серьезно? Ты ничего лучше придумать не мог? Но в слово поддержка я вкладываю все, просто вот весь смысл, который может быть вложен в это слово. Ну, например, следить за активностью на канале и приходить без уведомлений. Поддерживать эксперименты с форматами на канале Алексей Шевцов, таких очень много было за год. Поддерживать в конфликтах с блогерами, такие тоже. Слушайте, ну, ссылочку на господина Айтипедия оставлю внизу в описании. Спасибо за очень интересный, качественный видеоролик. Поставлю лайк. С радостью его посмотрел, абсолютно не жалею. Ребят, чего рекомендую вам сделать? Зайдите, пару комментариев и лайкосик от нас завезите. Очень хороший, добрый и интересный ролик. Очень, мне кажется, искренний.